Здравствуйте, дамы и господа. Рад приветствовать вас на первом обзоре игры Iron Front Liberation 44. Данная игра сделана на базе движка игры Arma 2. Я думаю, многим поклонникам ОФП даже не стоит ни о чем рассказывать. Итак, само название о себе многое говорит. Бета-версия игры, которую сейчас я буду вам демонстрировать, была любезно предоставлена нам разработчиками из Avar. И сегодня я хотел бы вам продемонстрировать, да и сконцентрировать свое внимание, да и ваше, на виде и вооружении пехоты, представленной в этой пока еще не вышедшей игры. Встречает нас главное меню с классическими для Arma серии кат-сценами. По правде сказать, лично я ожидал увидеть нечто на вроде кинохроник, но так тоже неплохо. Итак, приступим. Зайдем в редактор, выбор карт. Стоит отметить, что количество доступных игроку карт аж 4, в отличие от той же Arma 2, где игроку было доступно всего лишь 2 карты – Утеса и Чернорусь. Размер их идет по возрастанию от самой маленькой, всего в пару километров, до карты, превосходящей размером Чернорусь. Выберем в данном случае баранов. Несомненно, радует количество доступных игроку юнитов. Так, вот здесь, судя по всему, у нас танкисты СССР. Надо сказать, что вся пехота смоделирована с вниманием к деталям. Если приглядеться, то мы увидим швы одежды, вот смотрите, материал ткани, грязь, и, как утверждают разработчики, одежда полностью соответствует историческим реалиям той эпохи. Вот здесь стоят их немецкие коллеги в зеленом, как вы видите, и рядом в черном комбинезонах. Интересен факт, кстати, наличия у юнитов различных наград и медалей, что, несомненно, оживляет игру. Вот здесь у нас идут солдаты РКК, вот здесь вермахта, вот смотрите, да? Офицеры. Этот немец, судя по всему, какая-то шишка, а тут у нас советский капитан. Солдаты в камуфляжах, артиллеристы, радисты и санитары. Советские юниты у нас все в гимнастерках. Кстати, обратите внимание, что присутствуют погоны. Я считаю это довольно аутентичным. Вот рядовой в пилотке. Бойцы в стальных нагрудниках и ШБР. И разведчики у нас 2 вида камуфляжа имеют. А вот этот парень, походу, украл свои штаны у СС. Так. Снайпер в маскалате. Примечательно, что некоторые солдаты носят за спиной рюкзаки и заплечные мешки. Они полностью интерактивны, их можно снимать, в них можно хранить различные патроны и боеприпасы, детонаторы, заряды, провода, верно, какие-то инженерные принадлежности. Хотя, конечно, все это мы уже видели в ОА чуть ранее. Немецкий санитар. Обратите внимание, что подмечена даже такая деталь, как кровь на рукавах. Ну что ж, перейдем далее.
Тут у нас гора различных ящиков и коробочек, которые наверняка хранят для нас множество секретов. Ну, тут ничего интересного. Ага. Знаменитая винтовка Мосина. Любопытно, что при стрельбе из винтовок солдат передергивает рукой затвор. Поэтому скорострельность у них довольно низкая. В отличие от тех же пулеметов и пистолет-пулеметов. Это стоит учитывать и бить врага сразу и наверняка, иначе второго шанса вам могут и не дать. А вот та же самая винтовка, но с прикрепленным оптическим прицелом. Снайперские винтовки имеют два вида прицеливания. Через, собственно, оптический прицел и через прицельную планку, позволяющую вести огонь в ближнем бою. ППШ. А дальность огня, как и ему подобных видов оружия, небольшая и подходит для боев на близких дистанциях, но это компенсируется скорострельностью. Незаменимое оружие в городских боях. Пулемет ДТ. Обратите внимание на измененную анимацию БГ с оружием. Позволяет атаковать на бегу или прикрывать бойцов огнем. Как я помню, подобная анимация была в ВВП, но в Арма, к сожалению, впоследствии была удалена. Естественно, в этом режиме точность крайне низкая, но при штурме помещения это может спасти игровую жизнь. Очень дальновидным решением разработчиков было добавить пулеметом упирание. Если сошки совместить с поверхностью и нажать Shift пробел, то отдача пулемета заметно уменьшится, что позволит вести более точный огонь. Теперь перейдем к немецкому оружию, винтовка Кар-98К. Все как у Мосинки, два режима прицеливания, оптика, планка. МП-40, а тот самый небезызвестный пистолет-пулемет, часто ошибочно называемый Шмайсером. А скорострельность немного ниже, чем у ППШ. МП-44. Очень мощное оружие, пуля по мощности равна винтовочной. А эта машинка смерти самое мощное и самое скорострельное оружие в игре — МГ-42. Если вы попадете под обстрел из этого монстра, молитесь, чтобы у пулеметчика быстрее кончились патроны. Благо, это единственный недостаток данного оружия. Для борьбы с бронетехникой в игре, помимо классических противотанковых гранат, присутствует также самый настоящий немецкий Панцершрек. Неплохое, хотя и немного громоздкое оружие. Кстати, обратите внимание, как выстрел из Панцершрека повлиял на
вот этот скаут. Скаут просто рассыпался. Это и есть та самая обещанная разработчиками новая система повреждения автомобилей. Детали могут отлетать от машин, не только, кстати, от попадания снарядов, гранат или крупнокалиберных пулеметов, но и порой от банальной аварии, врезавшись в дерево. Посмотрим, что еще лежит в закромах Родины. Коробочки с минами для минометов. Гранаты, саперные принадлежности, детонаторы, противопехотные мины, растяжки. Тут у нас пистолеты, гранаты. Кстати, гранаты значительно изменились, помимо как такового взрыва, который теперь не наносит значительных разрушений, появились осколки, имеющие свойство поражать неосторожных солдат в определенном радиусе. Разумеется, от них всегда можно спрятаться за препятствиями. Мощные гранаты, на вроде РПГ-6, при удачном броске на решетку радиатора танка способны вывести его из строя и привести к возгоранию, а иногда, если повезет, вызвать детонацию боекомплекта. Некоторые гранаты, как то немецкие колотушки, проанимированы и после броска крутятся в воздухе. Кстати, нельзя забывать о возможностях игроку самому одевать различные рюкзаки. Это могут быть и немецкие ранцы, рации, советские котомки или детали разобранного статичного оружия. Да-да, все минометы и станковые пулеметы в игре разбираются для переноски их игроками. Два солдата с легкостью перенесут свой пулемет на передовую и накормят врага свинцом. Хотя стоит признать, что в УА уже было нечто похожее. Собрать оружие довольно просто, всего пару кликов, и у вас полностью работоспособный, готовый к стрельбе миномет. Интересно реализован в игре советский пулемет Максим. Игроку не только позволено снять с него щиток, что весьма необычно, к его услугам также полностью интерактивная прицельная планка.
кнопками Page Up и Page Down можно легко построить огонь под необходимую дистанцию. В целом, как мы видим, игра Iron Front довольно сильно отличается от Arma 2, на которой она базируется. Разработчиками была проделана поистине колоссальная работа. В будущем мы обязательно постараемся показать вам и другие аспекты этого проекта. Ведь в данном ролике осталось неохваченный, незначительно доработанный самолетный геймплей, ни пехотные сражения, ни танковая составляющая, которая при тщательном рассмотрении оказалась жемчужиной всей игры. Ну что ж, оставайтесь с нами. Удачи!